Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о растении, плоды которого могут быть съедобными и несъедобными. В свою очередь, съедобные плоды могут быть как овощами, так и ягодами. Речь идет о растении физалис. Его плоды относятся к обширному семейству посленовых, в которое входят также широко известные и распространенные перец, томаты, баклажаны и картофель. Физалис обыкновенный получил название от греческого слова, в переводе обозначающего «пузырь». Название очень красноречивое, каждый плод находится в индивидуальной упаковке, сформированной из 5 чашелистиков. Они имеют плотную структуру и склеены, пока плод созревает, затем истончаются и расходятся остроконечным цветком по достижении спелости ягоды. На 85% физалис состоит из воды. Пищевых волокон 1,9%. В составе плодов также органические кислоты, каротиноидный пигмент, определяющий цвет плодов, пектины, ликопин, антиоксидант. Калорийность физалиса на 100 грамм плодов, в зависимости от сорта растения, составляет 32-55 килокалорий. Физалис подразделяется на однолетние сорные растения и культивируемые многолетние. В зависимости от вида растения и уровня содержания сахара, плод обретает вкус то фрукта, то ягоды, то овоща. Как узнать, что перед вами пищевой физалис? Очень просто, декоративные плоды по мере созревания приобретают насыщенную ярко-ядовитую окраску. У декоративного физалиса крупные красивые фонарики с маленькими ягодами внутри. Скушать такой горький плод, не заподозрив неладное, практически нереально. Для приготовления пищи плоды не годятся, а используются только для украшения квартиры или сада. Съедобный физалис выглядит намного скромнее декоративного. Он имеет крупный плод, напоминающий маленький помидор. Существует много сортов физалиса, которые употребляются в пищу, но в России чаще всего выращивают овощной вид клейкоплодного физалиса, наподобие мексиканского томата, с кисловатым вкусом. Этот сорт не слишком требователен к свету, может расти в затененных местах и выдерживает заморозки. Из всех ягодных физалисов чемпионом вкуса является физалис перуанский, сорта Колумб. Его сравнительно некрупные округлые плоды с тонкой кожицей окрашены в ярко-оранжевый цвет. Ягоды имеют сладкий или кисло-сладкий вкус. Располагаются ягоды на кустах высотой до 20 см, плоды едят в свежем виде, также из них делают варенье, компоты, цукаты. Родом из Южной Америки, физалис распространился сначала по всем теплым регионам планеты. Позже были выведены сорта, адаптированные к пониженным температурам и меньшему количеству солнца. Период цветения и плодоношения в разных условиях не одинаковый. Растение цветет в мае-августе, формирует урожай в июне-ноябре. В странах Европы плоды перуанского физалиса называют золотой ягодой. А в Латинской Америке, на своей родине, их обычно называют такими именами, как учува, увилла или агуайманта. Физалис не особо прихотливое растение, и хорошо развивается практически на любых почвах, кроме кислой и слишком влажной. Кислые и песчаные почвы перед посадкой нужно известковать. Песчаные также хорошо было бы удобрить весной перегноем и минеральными компонентами. Свежий навоз способствует только разрастанию ботвы, а вот процесс формирования самого плода замедляется. Высадка в открытый грунт осуществляет в 1-2 декаде мая. Каждая лунка удобряется перегноем и 1 чайной ложкой золы. Схема посадки 50 на 70 см. Лучшее время для посадки после полудня, непосредственно перед посадкой грунт следует полить и внести в него гербициды. Более мелкую рассаду следует углублять в лунку до первого листка, и потом полить. Крупную рассаду высаживают в лунку немного глубже в наклонном положении, предварительно ее следует полить. Также следует добавить минеральные удобрения, чтобы растение быстрее росло. Самая комфортная температура для произрастания растения от 13 до 18 градусов тепла. Перуанский физалис плохо переносит заморозки. Первое время после посадки связано с формированием корневой системы, поэтому очень важно хорошо поливать. Со второй половины июня растение требует подкормки каждые 2 недели. При выращивании физалиса следует производить посынкование. Это не прихоть, а вынужденная мера. Иначе развитие кустов уйдет в зелень, а цветков и, соответственно, плодов будет минимум. Для того, чтобы этого избежать, нужно вовремя удалять дополнительные побеги, вырастающие на развилках между уже существующими ветками. По мере роста перуанский физалис разрастается в разветвленный куст высотой от 1 до 1,5 метров. Чтобы под тяжестью плодов кусты не стелились по земле, их подвязывают с помощью веревки. Для этого сначала в землю закапываются 2-метровые столбики.
Несколько веток у основания куста привязываются веревкой к установленному в землю столбику. Если кусты активно пойдут ввысь, имеет смысл подвязать их второй раз, на более высоком уровне. Это поможет растениям устоять во время сильного ветра и сформировать более ровные кусты. С началом цветения физалиса на кустах появляются маленькие желтые цветки, опущенные вниз, как колокольчики. Они очень хрупкие, впрочем, как и все растение. Нежные лепестки могут опасть от легкого касания, поэтому лучше всего стараться не дотрагиваться до них. В период цветения нужно обильно поливать лунки физалиса, чтобы на кустах завязалось как можно больше крепких плодов. Лучше всего использовать капельное орошение. При капельном поливе вода медленно, капля за каплей, подается прямо к корням растений. Таким образом, почва в течение всего вегетационного периода остается равномерно влажной, растения избавлены от стресса, который возникает во время пересыхания грядок, вода при этом ощутимо экономится. Золотая ягода состояния. Это окраска и подсохшие чехлики. Собирают урожай вручную, при этом используя ножницы. Созревшие плоды физалиса опадают, и при сухой погоде могут до недели находиться на земле. После дождя или росы не стоит собирать плоды, так как они потребуют дополнительной сушки. Убранные в сухую солнечную погоду плоды хранятся лучше. В процессе уборки урожая следует обращать внимание на качество собираемых плодов. Поэтому плоды регулярно проверяют и удаляют испорченные фрукты. Плоды у физалиса помещены в оболочку и созревают не одновременно, поэтому сбор урожая следует осуществлять раз в неделю. Сначала собирают опавшие и созревшие плоды, а затем хорошо развитые зеленые. Физалис хорошо хранится, но при сборе все-таки нужно стараться не повреждать плоды. Целый плод сохраняет все пектиновые вещества, которые и определяют пищевые и вкусовые качества определенного сорта. При хорошей агротехнике и на плодородных почвах физалис способен давать до 12 кг плодов с одного куста. Нельзя выращивать физалис после помидоров, перца, баклажанов, картофеля. Это родственные культуры, и страдают они от одних и тех же болезней и вредителей. В этом случае растения физалиса развиваются плохо также из-за одностороннего истощения почвы. Лучшие предшественники физалиса – тыквенные, капустные, бобовые и корнеплодные растения. Особенно хорошо размещать физалис после огурцов и капусты, выращиваемых по свежему навозному удобрению. Если даже были собраны недозрелые плоды, то при правильном хранении они могут благополучно долежать и до весны, главное регулярно их осматривать и отбирать испорченные экземпляры. Снятые плоды хранят в сухом помещении в небольших решетчатых ящиках не более чем по 3 кг в каждом. Собранные плоды отправляются на фабрику, где их сортируют, отбраковывают, упаковывают и отправляют на экспорт. Важно, что в Колумбии перуанский физалис занимает второе место среди экспортируемых фруктов, причем этот фрукт является одним из наиболее перспективных для развития отдельных регионов страны. Благодаря постоянным поставкам на международные рынки, где Колумбия занимает первое место, выращивание физалиса неуклонно растет. Основные экспортные поставки перуанского физалиса Колумбия осуществляет в Германию, Голландию, Швейцарию и Бельгию. На фабрике производится предварительный отбор плодов, а в торговых компаниях они классифицируются по размеру и степени зрелости, которые могут быть дифференцированы в соответствии с требованиями импортера. Операторы открывают каждую чашечку плода, чтобы гарантировать, что экспортируются только фрукты и чашечки, очищенные от болезней и вредителей, повреждений и грязи. Для упаковки и отправки физалиса на экспорт используют только самые свежие плоды. При переработке физалиса производители продукции принимают во внимание, что плод с чашечкой содержит 70% мякоти, 23,6% семян и кожуры и 6,4% чашечки.
Поэтому основными продуктами являются это замороженные или пастеризованные мякоти, натуральные или подслащенные, с семенами и без них, напитки, нектары и безалкогольные напитки, с разными рецептурами, частично обезвоженный физалис, цельный, путем прямого осмоса в виде закусок, без добавок или покрытых шоколадом или другими продуктами. Консервированный физалис в сиропах, соусах и компотах и концентраты в виде джемов, бутербродов или сладостей. По соображениям обеспечения здоровья и требованиям рынка чашечки принудительно обезвоживаются воздухом при температуре от 18 до 24 градусов Цельсия в течение примерно 6 часов или более, в зависимости от содержания влаги. Затем плоды упаковывают в пластиковые корзины с массой плода от 100 до 150 грамм. Овощные сорта включают в состав салатов и овощных супов в качестве томатов. Плоды консервируют, солят, маринуют, используют в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам, перерабатывают в икру. Ягодные виды подойдут для приготовления варенья, джема, компота, киселя, мармелада, сока, соуса. Их можно вялить, сушить. Ягоды подойдут для начинки к пирогам. Физалис справедливо считается лекарственным растением. Его плоды обладают мочегонным, желчегонным, кровоостанавливающим, антисептическим и болеутоляющим действием. Применяются при ревматизме, заболеваниях дыхательной системы, водянке, подагре, при гнойных воспалениях мочевых лоханок и мочевыводящих путей, лишаях и других заболеваниях. Также плоды помогают при сахарном диабете. Ягоды регулируют уровень глюкозы в крови. Физалис способствует профилактике катаракты, помутнения хрусталика, ночной слепоты. Содержащийся в фруктах каротин положительно влияет на состояние глаз, а калий благотворно влияет на работу сердца. Кальций, входящий в состав фруктов, участвует в укреплении костей, зубов, делает здоровыми волосы, ногти. Также ягоды пузырника противостоят онкологическим заболеваниям, замедляют рост опухолей, очищают организм после лучевой и химической терапии. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!